Всем привет! Новый урок. Работа в ручном режиме в комбайне РБ-комбо. Иногда нам надо сделать что-то на аккаунтах руками, произвести какие-то действия хочется. Не знаю, там запостить что-то или там поменять. Ну, именно ручная качественная работа. Для этого в комбайне тоже все предусмотрено. Как мы это все делаем? Как обычно, заходим в нашу панельку, смотрим. Вот видите, обновление, скачиваем, обновляем комбайн, как обычно. Это мы делаем. С заменой. Все, обновили. Проверяем. Все, версия совпадает, актуальная. Нажимаем Update. Это на случай, если есть изменения в базе данных, то есть оно, чтобы все автоматом тоже обновилось. И начинаем работать. Что нам надо сделать? Нам надо выбрать аккаунты, какие мы запустим. Сейчас любые запущу. Как обычно, задать им задачи. Задачи вы можете задавать не обязательно ручной, там просто вход. Можно задать любые, то есть задания, как бы заходить, то есть задать задачи, например, также на неделю. Ручной вход будет выполняться только один раз. Только один раз. Ну, я сейчас, так как именно по данному режиму, поэтому настройки все в логине. Выбираем. Логин у нас всегда выбранный. Добавить задачу. Вот, ручной режим. Ну, на английском, соответственно, это будет если англоязычную версию ставить, то также смотрите, то есть у нас сейчас освободим, чтобы задач не было никаких. Вот. На английском это также совершенно выглядит. Выбираем аккаунты, какие нам нужны. Логин. Handmode. Сейчас снова переключу на русский и уже на русском продолжим делать. Никаких сложностей в данном режиме нет. Ну, как все в комбайне. Все просто на самом деле. Так, все, выбираем аккаунты, какие мы там захотим. Добавляем задачу, логин, ручной режим. Это нам сейчас не нужно. Просто пролистываем. Все, у нас вот задачи задались для аккаунтов. Все, в принципе, все настройки ручного режима все есть. Смотрим Zenopostr. У нас доступно обновление. Можно нажать, щелкнуть сюда, нажать, чтобы обновить проект. Можно, я обычно делаю вот так, вот более надежно. Перед стартом просто перезапустить Zenopostr. И в нем будет последняя, самая актуальная версия комбайна.
всегда. Обращаю внимание, пока на данный момент, так я и пользуюсь версией 7.6, выше не поднимаюсь, все работает отлично на данной версии от 7.4 до 7.6. Ну, лучше 7.6 поставить, она себя уже стабильно показала, стабильно работает. Все, запускается у нас Zen-Imposter. Обновляются шаблон. Также сейчас вы увидите, как вручную эти изменения вносить, какие вы внесете в аккаунты в ручном режиме, как их внести потом в панель. Смотрите, я рекомендую уменьшать потоки, чтобы не запутаться. Давайте, ну, не знаю, у меня там сейчас 4 аккаунта, пускай 4 я и поставлю. Вот, но рекомендую поставить меньше, когда вы запускаете в ручном режиме, просто чтобы не сильно не запутаться. Ставьте 1, 2, 3, там 4, не больше, потому что потом будет путаница, начнутся проблемы, будет не очень удобно работать. После вы всегда потоки можете увеличить. Далее, смотрите, мы запустили сейчас комбайн и заходим вот здесь во вкладочку инстансы. Вот у нас запускаются сейчас аккаунты. Они у нас запустятся вплоть до логина. То есть, если еще логин-пароль не вводились, введут логин-пароль. Если уже вводились логины, пароли, то ну, по сессии загрузится, аккаунты запустятся. Сейчас давайте посмотрим, что у нас вообще за аккаунты здесь. Сейчас проверяют они, как у нас прокси, рабочие, нерабочие. Сейчас начнут входить. Вот в этой вкладке инстанция мы всегда можем увидеть браузеры, в которых происходит работа у аккаунтов. То есть что происходит, какие кнопки нажимаются, что там делается. И также вот для ручного режима, вот видите, все, вот они начали входить. Вот смотрите, вот он, если мы жахнем 2 раза, у нас откроется этот экран большим, сейчас будет. Вот он. Он вошел. Теперь смотрите. Сейчас он перейдет в работу ручного режима. Как это выглядит, сейчас вы увидите. Вот. У нас открываются, смотрите. У нас открываются вкладки дополнительные. Это если вдруг вам что-то захочется сделать, вы можете во весь экран это сделать, открыть. Смотрите, дополнительные вкладки, это если вам куда-то надо будет дополнительно зайти. Например, там, в Google или еще куда-то. У вас для этого есть 2 вкладки. Обращаю ваше внимание, что сохраняются в куки с этих вкладок тоже. То есть, если вы куда-то зайдете, то у вас ваши сессии на других сайтах, они запишутся в куки аккаунтов. Вот видите, вот они открываться начали. Почему я вам сказал, что старайтесь при ручном режиме много потоков не ставить, вот чтобы вот такой вот мешанины не было, вот как сейчас вы видите у меня на экране. Там, раз, можно там, вдруг вам в почту надо будет зайти.
Вы можете ручку не убить, зайти и сделать какие-то настройки в почте. То есть это у нас получается обычный ручной мультибраузер. И вот что вы здесь можете делать. Ну, все что угодно. Вы можете там загрузить обычную версию Фейсбука, чтобы удобнее работать было, не мобильную. Ну, все что угодно. То есть зайти в настройки, поменять почты, поменять, вот видите, мешанина. Ставьте всегда, ставьте меньше потоков в ручном режиме, чтобы не путаться. Вот здесь смотрите кнопка продолжить и идет счетчик. Счетчик это сколько секунд у вас осталось до того, как программа автоматически начнет работать дальше. Вот здесь есть подсказка. Сохранить изменения. Это идет сначала логин. Вы его можете, чтобы вы его могли найти в вашей панельке аккаунт по логину. А еще проще, вот смотрите. Вот ссылочка есть. Это у нас панель, Edit аккаунт и ID аккаунта. Смотрите, что происходит. Вы делаете какие-то настройки, вы меняете, например, там, решили вручную, то есть не доверяясь комбайну, вручную поменять пароль или поменять имя у аккаунта или поменять там, добавить какие-то данные. Меняем, не знаю, там. Откуда пишем? Девушка с Нью-Йорка. Вот, вручную делаем. Ну, как обычная работа в обычном браузере. Вот. Но вдруг вы поменяли пароль. Вы поменяли пароль. И чтобы он сохранился в панели, к сожалению, надо, ну, программа не знает же, что вы делали руками. По этой причине надо, чтобы вы внесли в комбайн, в панель, в саму базу данных изменения. Вот смотрите, вот по вот этой вот ссылке. Edit аккаунт, PHP, admin 24. Мы идем в нашу панельку. Я думаю, что в ближайшие дни я сделаю такой сервисный режим, чтобы можно было просто ID вводить вашего аккаунта. Ну, чтобы вот это вот вам руками не печатать, потому что, к сожалению, копипаст не работает у Zenupostr в этой линейке, приходится руками. Ну, PHP, знак вопроса, ID, равно двадцать четыре. Видите? Этот аккаунт PHP ID равно 24. Если мы сюда перейдем, мы попадаем в вкладку редактирования аккаунта. Это логин. Его можно менять, только будьте осторожны. То есть, если вы поменяете что-то неправильно, то это будет очень плохо. То есть, потом будете думать, как это все поправить. Логин, пароль. То есть, поменяли пароль, сюда вбили, сделали другую запись. Телефон добавили, чтобы его не забыть, записать можно сюда. Почту, пароль почты. Ну, так, дата не меняется, ну, это ни к чему.
чтобы она менялась, дата рождения. Обычно при работе это не нужно. Куки вы можете всегда скопипастить себе, чтобы зайти там в другом браузере. Если вы собирали токен для работы с рекламой, здесь будет поставлен токен. Юзер-агент тоже сейчас просто еще не собирался на данном аккаунте. А так здесь еще юзер-агент, на котором аккаунт работает. Ну вот смотрите, то есть я вот это менять сейчас не буду, потому что мы ни пароли, ни что не меняли. Например, напишу комментарий к аккаунту. Нажимаем Save. Все, они сохранились. У вас в следующий раз будет уже это все внеслось в базу. Это вот все, что вы поменяете. Вот смотрите, мы, например, почту не меняли, ну, представим, что мы поменяли, да. У нас там почта становится какая-нибудь там mail.ak@mail.com, и у нее пароль у этой почты там 123, тоже вот сейв делаем. А вот сейчас, когда перезагрузится, оно сохранилось в базе данных. В базе данных уже это все есть. Глядите, также сейчас эти вот штуки на самом деле все работают у всех аккаунтов. У нас, если вдруг что-то изменить надо, вы можете у любого аккаунта вот зайти Edit. Аккаунт, его данные. Любой там аккаунт, его данные. То есть вы можете этим пользоваться, если что-то надо вам внести в базу данных вручную. Статистику можно, ну статистика сейчас это сколько всего инвайтов за 30 дней, сколько постов лайкал, это новый аккаунт, поэтому здесь нет. У вас у каждого аккаунта здесь тоже статистика будет. Вот такое вот сейчас нововведение. Можете пользоваться, но смотрите дальше. То есть мы все сделали на данном аккаунте, да? Его не закрывать. Нажать надо кнопочку продолжить. В этом случае, если мы нажимаем кнопку, то есть мы все сохранили, все записали, времени у нас еще много осталось, но мы нажимаем продолжить. И аккаунт начинает, правильно, он начинает дальше работать, как ему надо. То есть он проверяет, там, забанен, не забанен, смотрит, что дальше, и он удаляет это задание, вот этот ручной режим. То есть он начинает работать также, вот на неделю поставили несколько заданий, они крутятся, крутятся и крутятся, работают. Только один раз исполняется режим ручной вход. Вот, тоже открыли, поделали то, что надо, там, не знаю, полайкали, откомментировали, продолжить нажали, он пошел работать. Вот у всех аккаунтов вот эта вот ссылка, как я вам показывал, это чтобы вручную внести изменения в базу данных, если вы поменяли, там, например, почту, поменяли пароль или еще что-то. Если ничего не меняли, то ничего вам делать не надо, просто нажимаем продолжить. У вас сохраняется, то есть вы можете там двухфакторную авторизацию пройти, у вас это все сохранится в вашей сессии в следующий раз, то есть уже вы будете работать с сохраненными данными, то есть уже будет входить без проблем, не запрашивая, к примеру, тот же самый там, авторизацию двухфакторную. Как использовать режим, каждый для себя сам найдет. Режим важный, нужный. Вы получаете, то есть вместе с комбайном получили еще и мультибраузер для ручной работы в
в Фейсбуке для качественной работы. Вот. Соответственно, все аккаунты также будут входить со своими куками, на том же самом оборудовании, сгенерированном. И все будет здорово. Итак, урок, в принципе, законченный. Надеюсь, вы все поняли, как это все работает. Если какие-то вопросы, всегда в техподдержку ко мне можете обращаться, как всегда. Напомню, сейчас еще 2 дня действуют скидки сегодня и завтра на программу праздничная. Всех с прошедшим Новым годом, с Рождеством. Ну и до новых встреч, скоро новые уроки.